Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как я вязала такую теплую юбку. Связана она из пряжи Ернард Шетланд в 100 граммах 220 метров, состав 30% шерсть, 70% акрил. Номер 503, это цвет шампанское. Рекомендуемые спицы 4,5. Я вязала основное полотно 4,5, но также еще использовала спицы 4 и 3,5. Я когда буду показывать, я буду говорить, также провязывать таким же номером спиц. Эту пряжу я получала из интернет-магазина MyBobbin. И под видео будет ссылка на интернет-магазин, и также там будет информация по промокоду, используя который при заказе в этом магазине вы получите 5% скидку на весь раздел вязания. Поэтому проходите, смотрите. На эту юбку размер 50-52 у меня ушло 360 граммов пряжи. Юбка связана снизу вверх, по кругу, без швов. Использовано здесь 3 вида узоров. Это вот этот узор центральный, резинка со скрещенной лицевой и лицевая гладь для пояса. Сначала я расскажу, как я вязала, а затем уже покажу все на образце. Для того, чтобы рассчитать, сколько петель вам набирать, нужно связать 2 образца. Это или на одном образце 2 узора. Главное, чтобы был и центральный узор, и резинка, поскольку плотность вязания у этих узоров разная. И определив для себя ширину центрального узора, оставшееся количество сантиметров по ширине заполняем резинкой вот этой. Схема центрального узора выглядит вот так. Ссылка на схему будет под видео. Здесь ширина раппорта узора 18 петель плюс 12 петель для симметрии, так как 2 дорожки в одном раппорте, они смещенные, и для того, чтобы узор выглядел симметрично, нужно добавить вот эти 12 петель для симметрии, то есть еще одну дорожку и изнаночные петли. Я вязала в ширину 6 раппортов узора и плюс 12 петель для симметрии. Таким образом у меня получилось 7 вот таких дорожек этого узора. Высоту один раз нужно связать с 1 по 14 ряд и затем повторять с 3 по 14 ряд. Что у меня получилось в сантиметрах? Длина юбки полностью от начала до конца 56 сантиметров. Ширину измерить очень трудно. Я измеряла примерно вот так. Слегка расправила вот так. Хотя она, конечно, на фигуре все равно примет то положение, которое будет, в общем, как она будет облегать фигуру. И расправив вот так слегка, примерно я измерила, получилось 55 сантиметров. Конечно, растянется она очень сильно. И стянется. В стянутом полностью вот так состоянии, там и, по-моему, 48 у меня получалось, даже если не меньше. До начала убавления, здесь есть убавление по бедрам, до начала убавлений у меня получилось 41 сантиметр. Пояс, ширина пояса 4 сантиметра. И размер, как я сказала, вот у меня получился 50, примерно 50-52. Может и на 54 она легко растянуться, если нравится, когда очень сильно обтягивает. На размер 52 не слишком сильно обтягивает. Итак, как вязала. Я набрала на спице 230 петель и распределила петли следующим образом. Ряд у меня начинался с середины. Здесь узор и с обеих сторон. И ряд я начинала с середины резинки, там, где обычно боковой шов. И распределила петли следующим образом. От начала ряда у меня было 25 петель резинки, затем 66 петель узора, 49 петель резинки, снова 66 петель
узора и оставшиеся 24 петли резинки. Так я вязала ровным полотном до начала убавлений по бедрам 92 ряда. С 93 ряда по бокам начала делать убавления. Убавления я провязывая по 3 петли вместе по узору, смотря как. Это я буду показывать на образце, как когда лицевую закрыть и как когда изнаночную. В общем, по 3 вместе провязывала. В каждом ряду с убавлениями получается 3 вместе здесь и 3 вместе по второй стороне. Получалось у меня в каждом ряду с убавлениями убавлялось по 4 петли. Всего я выполнила 6 убавлений, вот начиная с 93 ряда и в следующих рядах. В 93, 99, 105, 111, 115 и 117 ряду. И всего, таким образом, я провязала 26 рядов с убавлениями. Это с 93 по 118 ряд. Если считать от начала вязания узора, то всего полностью узор 118 рядов. После этого я провязала один ряд, так как я вяжу по кругу, один ряд для отделения пояса изнаночными петлями. И в этом ряду я убавила по одной петле в каждой изнаночной дорожке узора. То есть у меня вот здесь 7 вот таких вот дорожек, и получается между ними, начиная до дорожки и после дорожки, 8 изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот в этой каждой дорожке я убавила еще по одной петле. И кроме этого, этот ряд изнаночными петлями и там, где убавление, я вязала спицами 3,5 миллиметра. От начала полностью по спицам. Значит, после того, как я набрала петли, набирала петли на спице 4 миллиметра и дополнительная спица 3 миллиметра, то есть после того, как я набрала петли, спицу 3 миллиметра я убрала, и у меня вязание осталось на спицах 4 миллиметра. Так я провязала первые 2 ряда. Первый и второй ряд провязала спицами 4 миллиметра. Из третьего ряда до вот этого ряда изнаночных петель я вязала спицами 4,5 миллиметра. Начиная с этого ряда изнаночными петлями, которые вязала, я стала вязать спицами 3,5 миллиметра. Итак, я убавила эти петли. В этом ряду получилось с этой стороны 8 и с этой стороны 8. Всего у меня убавилось 16 петель. После убавлений по бокам, 6 убавлений по 4 петли, это 24 петли у меня ушло, осталось 206 петель, и в этом изнаночном ряду убавила еще 16, осталось 190 петель. И на оставшихся этих 190 петлях я вязала ровно высоту лицевой гладью 18 рядов. Затем я этот пояс 18 рядов согнула пополам и пришила. Вот здесь один ряд будет. После того, как мы провязываем здесь изнаночный ряд, то предыдущий ряд, вернее первый вот этот ряд, когда уже начинаем вязать лицевыми петлями, он на изнаночной стороне образует изнаночную дорожку изнаночных петель. И именно к этой дорожке я пришивала вот так вот, как бы спиралью, захватывая одну косичку от ряда, в котором я закрыла петли, и захватывая одну петлю изнаночной дорожки. И вот так спиралькой просто пришила. Вставила внутрь резинку. Здесь оставила небольшое отверстие. Резинку можно любой ширины. У меня вот такая широкая резинка. Я когда вязала, я примеряла на ширину резинки, чтобы у меня как раз получилось. Если резинка уже, можно делать пояс уже. Как стирала? Я поместила юбку в пакет для стирки, который мы
используем при стирке в стиральной машине. И просто в тазу замочила в теплой воде на 20 минут с порошком гелем, жидкий порошок. И так она у меня полежала 20 минут. Затем в этом же мешке я перенесла юбку в стиральную машину и поставила режим полоскания плюс отжим. Отжим 800 оборотов. После того, как достала из стиральной машины, юбка была практически сухая, слегка влажная. И я все равно не стала ее развешивать, разложила на полотенце. Немножко она полежала, очень быстро высохла. И измерила размеры после стирки. Остались абсолютно такие же. Вот. Юбка очень легко растягивается и на поясе, вот, и по ширине самого полотна. И обратно принимает также легко свои размеры. Очень комфортная и теплая юбка получилась. Теперь я давайте покажу то, о чем рассказывала на образце. Для образца я наберу 1 раппорт центрального узора плюс 12 петель для симметрии. У меня получится 3 вот этих дорожек. Дальше там все повторяется, узор очень простой. Значит, получается так, 1 раппорт плюс 12 петель для симметрии. И по бокам сделаю, ну, по 9, допустим, петель резинки. А обратную сторону я буду уже второй раз узор не буду провязывать, буду его просто лицевыми петлями, для того, чтобы было более понятно. Итак, 9 резинки, 18 плюс 12, 30, 9 резинки и лицевую гладь, ну, 20 петель, допустим, наберу, получается 68 петель я наберу и 1 петлю для соединения в круг, 69 петель. Для набора я взяла спицы 4 мм, те, на которых я буду вязать, которыми я буду вязать. И вторую спицу 3 мм, она может быть также спицей на леске, но я беру вот такую длинную спицу, мне так удобнее набирать. И обычным способом, который называется длинный хвост, набираю необходимое мне количество петель. В данном случае для образца я набираю 69 петель. 2, 3, 4 и так далее. Набрав петли, я убираю дополнительную спицу. Нужно проверить, чтобы не перекрутились петли. Здесь у меня короткие, хорошо видно. Основную свою юбку я вязала спицами с леской 80 сантиметров. Здесь я взяла короткие. Итак, все проверили. И теперь соединяем в круг. Рабочая нить на правой спице. Снимаю петлю с левой спицы, одну, петлю с правой спицы набрасываю на снятую петлю и подтягиваю. Вязание соединено в круг. Начало ряда отмечаю маркером. Я для образца сказала, что наберу по 9 петель резинки с каждой стороны, и для того, чтобы мне оказаться в середине резинки, количество нечетное, поэтому в начале я провяжу 5 петель и в конце оставшиеся 4. И сразу начинаю провязывать лицевые скрещенными. Вяжу первую петлю за заднюю стенку, это лицевая петля, 1, вторая петля изнаночная, обычная петлей вяжу, не скрещенной, 3 лицевая за заднюю стенку, 4 изнаночная за переднюю стенку и 5 лицевая за заднюю стенку. Так же как на своей юбке я отмечала узор маркерами, потом его очень хорошо видно, но вначале можно и отметить.
И вяжем первый ряд узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3, 6 лицевых обычных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это один раппорт. Так и повторяем. 3 лицевые 6, 3 изнаночные 6 лицевых, 3 изнаночные 6 лицевых. И для симметрии 12 петель, чтобы образовалась еще одна дорожка, также 3 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных, 1, 2, 3. Отмечаю конец узора и дальше резинка. Здесь у меня будет 9 петель, лицевая скрещенная, изнаночная 2, третья лицевая скрещенная, четвертая изнаночная, третья лицевая скрещенная, пятая лицевая скрещенная, шестая изнаночная, седьмая лицевая скрещенная, восьмая изнаночная и девятая лицевая скрещенная. Количество петель резинки должно быть обязательно нечетным, чтобы начиналось с лицевой и заканчивалось лицевой. Дальше здесь на юбке у меня идет вторая часть узора. Она вяжется точно так же, как я сейчас уже показала. Здесь на образце для экономии времени я не буду провязывать. Здесь я набирала для образца 20, 5, 6, 7. Я их буду просто вязать лицевыми петлями, чтобы не повторять одно и то же. И получилось быстрее. 8, 9, 10, 15. 20. Также отмечаю этот узор, где должен быть узор, и остается в конце ряда 4 петли, так как вначале я начинала с 5 петель резинки. Для того, чтобы у меня получилось 9, мне нужно закончить эти петли. Сколько было петель на юбке, я уже сказала. Значит, вяжу лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная и изнаночная. Все, первый ряд провязан. Второй ряд. Провязываем до начала узора резинка. Резинка вяжется также над лицевыми скрещенными, лицевые скрещенные, над изнаночными, изнаночные. Начинаем вязать узор. 3 изнаночных, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночные, и в следующей дорожке вяжем так: 2 лицевые, следующие 2 лицевые снимаем, не провязывая, нить за работой. 1, 2, 2 сняли, и 2 оставшиеся лицевые провязываем лицевыми. Это один раппорт. Повторяем этот раппорт до конца ряда. И в конце ряда петли для симметрии. Здесь получается мы без снятых петель. 3 изнаночных будет в конце ряда, 6 лицевых,
3 изнаночных. Раз, два, три. Дальше резинка, снова также узор и резинка. Я эту часть буду провязывать за кадром, чтобы экономить ваше время, и буду подключаться уже в начале узора. Третий ряд узора. 3 изнаночные, 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. 3 изнаночные. На следующей дорожке из 6 лицевых петель вяжем перекрещивание. Первые 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Для этого за работой я снимаю 2 петли, не провязывая. Рабочая нить перед работой. Третью петлю провязываю лицевой. Теперь эти 2 петли за работой, также заводя спицу за работу, я переношу на левую спицу, провязанную петлю и снятые петли снимаю со спицы, провязанную петлю возвращаю на правую спицу и провязываю эти 2 снятые петли лицевыми. Раз, два. Вот перекрещивание с наклоном вправо. Следующие 3 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Для этого перед работой снимаю петлю рабочая нить за работой, одну. Следующие 2 провязываю лицевыми. Теперь также перед работой снятую петлю переношу на левую спицу. Эти 2 снимаю, вернее все 3, придерживаю пальцами и возвращаю на правую спицу провязанные петли, а снятую провязываю лицевой. Можно использовать дополнительную спицу. В следующем ряду следующее перекрещивание аналогичное. Я покажу, как со спицей это сделать, если трудно делать так. Это я провязала первый раппорт, вернее, целый раппорт. Дальше повторяем также 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные и перекрещивание. В конце ряда петли для симметрии, которые 12, провязываем 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные. Все, дальше резинка, затем узор с обратной стороны и так далее. Четвертый ряд узора. 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные. В той дорожке, в которой были перекрещивания, вяжем 2 лицевые, 2 снимаем рабочая нить за работой, снимаем не провязывая, 2 лицевые. И в конце, это раппорт, повторяем его до конца узора. И в конце ряда будет 3, вернее не ряда, а когда я говорю в конце ряда, это в конце части узора. 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные. Дальше резинка, также точно узор с обратной стороны и резинка. Пятый ряд узора. 3 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночных. И здесь
В этой дорожке, где уже было перекрещивание, аналогичное перекрещивание. Теперь, как я сказала, покажу с дополнительной спицей. Рабочую нить оставляем перед работой, а за работой снимаем 2 петли, не провязывая на дополнительную спицу. Одну петлю провязываем лицевой. Теперь петли с дополнительной спицы возвращаем на левую спицу и провязываем их тоже лицевыми. Перекрестили вправо. Следующие 3 петли перекрещиваем с наклоном влево. Для этого на дополнительную спицу перед работой снимаем 1 петлю, рабочая нить за работой. Следующие 2 петли вяжу лицевыми. Теперь также перед работой петлю возвращаю на левую спицу снятую и провязываю ее лицевой. Все то же самое. 3 изнаночные. Это раппорт. Повторяем его. И в конце узора петли для симметрии, 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные. Шестой ряд узора. 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 снять петли, не провязывая перед работой, рабочая нить за работой, 2 лицевые. Этот раппорт повторяем, и в конце узора 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные. Седьмой ряд узора. 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночных. И такое же перекрещивание в этой же дорожке. Оставляем 2 петли не провязанными за работой. Следующая лицевая. За работой возвращаем петли на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Следующие 3 петли с наклоном влево перекрещиваем. Перед работой одну петлю снимаем, 2 лицевые. Перед работой возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем лицевой. Повторяем этот раппорт. И в конце фрагмента узора 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночных. Довязываем ряд до конца. Восьмой ряд узора. 3 изнаночные. И теперь уже снимаем петли в тех дорожках, в которых не было перекрещивания. 2 лицевые, 2 петли снять перед работой, не провязывая, рабочая нить за работой, 2 лицевые, 3 изнаночные. В этой дорожке, где были перекрещивания, теперь вяжем просто лицевые, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повторяем этот раппорт. И в конце фрагмента узора 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 петли снять, не провязывая нить за работой, 2 лицевые, 3 изнаночные. Довязываем ряд до конца. Девятый ряд узора. 3 изнаночные. И теперь в этой первой дорожке делаем перекрещивание аналогичное
тому, как уже делали. За работой 2 петли снимаем, не провязывая, 1 лицевая. За работой возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем лицевыми. Дальше 1 петлю снимаем не провязанной перед работой, 2 лицевые. Перед работой возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем лицевой. 3 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт провязан. То есть в шахматном порядке теперь переместились эти перекрещивания в эту дорожку. Повторяем, и в конце ряда 3 изнаночные, и полоса теперь тоже, как и первая, с перекрещиванием. За работой 2 петли снимаем, лицевая, снятые петли за работой возвращаем на спицу и провязываем лицевыми. 1 петлю снимаем перед работой, 2 лицевые, возвращаем перед работой снятую петлю на левую спицу, провязываем лицевой. 3 изнаночные, довязываем ряд до конца. Десятый ряд узора, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 петли снять не провязывая перед работой, рабочая нить за работой, 2 лицевые, 3 изнаночные, 6 лицевых. Повторяем этот раппорт, и в конце узора 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 снять петли перед работой не провязывая, 2 лицевые и 3 изнаночные. Одиннадцатый ряд узора, 3 изнаночные, и теперь здесь аналогичное перекрещивание. Сначала 3 петли вправо, потом 3 петли влево. Для того, чтобы перекрестить вправо, снимаем 2 петли за работой, 1 лицевая, снятые петли провязываем лицевыми. Чтобы перекрестить влево, перед работой 1 снимаем, 2, снятую петлю провязываем лицевой, 3 изнаночные, 6 лицевых. Повторяем этот раппорт, и в конце узора 3 изнаночные и снова перекрещивание. 2 петли за работой оставляем, 1 провязываем, затем снятые петли провязываем лицевыми, 1 петлю снимаем перед работой, 2 провязываем и снятую петлю провязываем лицевой, 3 изнаночные. Дальше резинка, узор и резинка. Двенадцатый ряд, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 петли снять не провязывая, оставить перед работой, рабочая нить за работой, 2 лицевые, 3 изнаночные, 6 лицевых. Повторяем этот раппорт, и в конце узора
как в начале. 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 петли снять, оставить за работой, не провязывая, 2 лицевые, 3 изнаночные. Тринадцатый ряд, 3 изнаночные и перекрещиваем петли. Сначала вправо 2 за работой снимаем, 1 провязываем, затем, подхватывая петли за работой снятые, провязываем лицевыми. Дальше влево 1 снимаем перед работой, 2 лицевые, снятую петлю возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой. 3 изнаночные, 6 лицевых. Повторяем этот раппорт столько раз, сколько нужно, и в конце узора 3 изнаночные и перекрещивание. Сначала вправо, снимая петли за работой, затем влево перед работой снимаем. Три изнаночные. То есть при каждом перекрещивании перекрещиваем по 3 перекрещивания получается. Раз, два, три, раз, два, три в шахматном порядке. Довязываем ряд до... И последний 14 ряд раппорта, 3 изнаночные. Теперь здесь вяжем, где были перекрещивания, 6 лицевых, 3 изнаночные и здесь, где были уже лицевые, теперь здесь снимаем петли, 2 лицевые, 2 петли снимаем перед работой, оставляем, не провязывая, рабочая нить за работой, 2 лицевые. Это раппорт этот повторяем, и в конце узора 3 изнаночные и 6 лицевых. Три изнаночные. Дальше резинка, и все как и вязалось в предыдущих рядах. Резинка, узор, резинка. Я провязала все 14 рядов. Дальше узор повторяется с 3 по 14 ряд. С 3 по 14 первые 2 ряда уже не вяжутся. И еще первые 2 ряда я провязала в своей юбке спицами 4 миллиметра, и с 3-го ряда я начала вязать спицами 4,5. Здесь в узоре я на 4,5 не перешла, увлеклась, а в юбке я с 3-го ряда начала вязать спицами 4,5. Дальше, провязав необходимую вам длину юбки до убавлений, начинаем делать по бокам убавления. Убавления можно делать любым удобным вам способом, как хотите. Можно убавлять клином, допустим, оставлять в центре несколько петель и по краям от них делать убавления. Я же делала по центру так, чтобы узор не был нарушен, так как здесь резинка 1 на 1. И сейчас я с одной стороны покажу, как я убавляла, когда мне нужно убавить изнаночную, и с другой стороны покажу, как я убавляла, когда мне нужно убавить лицевую. Для того, чтобы не перепутать, где убавлять, вязание нужно разделить, вернее, резинку нужно разделить, количество петель резинки пополам. Количество петель нечетное, поэтому одна останется в центре. Ее можно отмечать маркером. У меня здесь 9 петель на образце, поэтому должно быть 4 петли до центральной петли, затем вот центральная петля,
и 4 петли после центральной петли. То же самое на второй стороне резинки. 1, 2, 3, 4, затем центральная, и 4 в остатке. Итак, чтобы убавить, так, сейчас здесь у меня идет петля лицевая. Мне эту среднюю петлю нужно убавить, лицевая. Для этого я предыдущую петлю распускаю, чтобы по краям от той петли, которую нужно убавить, было 2 петли, для того, чтобы провязать 3 вместе. Когда я убавляю лицевую петлю, а по краям от нее 2 изнаночные, я просто провязываю все 3 петли вместе одной изнаночной. Вот так. В результате узор не нарушен, получается лицевая, изнаночная, следующая опять лицевая. Давайте я уже с той стороны не буду показывать, сейчас здесь распущу. И как мне нужно убавить, если я в следующем ряду центральная петля уже будет не лицевая, а изнаночная, вернее, не в следующем ряду, а к следующему убавлению, когда вы придете, ну и в следующем ряду тоже, она станет, эта центральная петля, уже изнаночной, так как мы провязали 3 вместе изнаночной. И когда она стала изнаночной, давайте пройдем до изнаночной петли. Вот, например, теперь центральная петля изнаночная, и здесь мне нужно провязать 3 вместе лицевой, чтобы убавить одну изнаночную петлю. Для этого первую петлю я снимаю как скрещенную петлю, вот так за заднюю стенку. 2 следующие я первую сейчас снимаю просто как изнаночную, вторую разворачиваю так, чтобы она стала скрещенной. Так. Вот так поворачиваю ее задней стенкой вперед, возвращаю эту петлю и 2 петли провязываю вот так за переднюю стенку, 2 вместе, и затем снятую петлю набрасываю на провязанную, и получается снова в середине лицевая, по краям 2 изнаночные, узор не нарушается. И так вяжем до следующего убавления, и опять у нас центральная получается будет лицевая, так как предыдущая, потом она опять будет изнаночная, так как сейчас я показала. И так убавляем необходимое количество раз. Сколько раз я убавила, я сказала. Дальше закончили все убавления, весь узор провязали. Так, куда я дела? Сейчас я дойду до начала ряда, провяжу и провяжем с вами следующий изнаночный ряд с убавлениями. Итак, вот начало ряда. Закончив вязать все ряды с убавлениями по бокам, провязываем один ряд изнаночными петлями и делаем убавление, так как я рассказывала, в каждой изнаночной дорожке между дорожками узора. И здесь переходим на спицы 3,5 уже. И провязываю просто весь ряд, уже удаляя маркеры ненужные, только оставляю маркер центральный, начало ряда вернее. И провязываю все петли изнаночными. Где резинка, там просто провязываю изнаночные петли. Все обычными изнаночными петлями. Я вяжу классическим способом. Если вяжете бабушкиными, то за заднюю стенку потом вяжите. Маркеры уже не нужны. И вот эти дорожки узора. Здесь у меня 3 дорожки, 4 между ними дорожки
изнаночных петель. Таким образом, мне нужно убавить 4 петли. Убавлять можно 2 первые провязывать вместе изнаночной или 2 следующие вместе, это не важно. Просто провязываю 2 вместе изнаночной. То есть в каждой изнаночной дорожке вместо 3 останется 2 петли. Там, где были вот эти дорожки лицевых петель, их просто провязываем изнаночными. Снова дорожка из 3 изнаночных провязываем 2 вместе изнаночной, 2 изнаночная, следующие тоже провязываем лицевые петли изнаночными, следующая дорожка из 3 изнаночных, снова вяжем 2 вместе изнаночной, следующая просто изнаночная, и опять дорожку лицевых петель провязываем просто без убавлений. И осталась последняя дорожка из 3 изнаночных, вяжем 2 вместе изнаночной и последняя петля изнаночная. Дальше идет резинка, на резинке просто вяжем изнаночные петли. Так провязываем резинку. Дальше в следующем узоре, который с обратной стороны, у меня здесь лицевая гладь, я просто вяжу, с обратной стороны то же самое, убавляем в каждой дорожке изнаночной по 1 изнаночной и приходим к началу ряда. Провязав весь ряд изнаночными петлями, дальше вяжем пояс. Пояс я вязала просто также этими спицами 3,5, просто все петли лицевые. И вяжите на высоту, которая вам нужна, чтобы сложив пополам, получилась та ширина пояса, которая вас устроит по вашей резинке. Примеряйте по ширине резинки. Можно и тонкую резинку в широкий пояс вставлять, это не важно. Какую резинку я вставила, я показывала. И сейчас я провяжу несколько рядов лицевыми петлями, затем закрою и покажу, как я пришивала здесь эту резинку. Я провязала несколько рядов лицевой глади. В своей юбке я провязала 18 и начинаю закрывать петли. Первую петлю провязываю лицевой и дальше лицевая, предыдущую петлю набрасываю, лицевая, вторую петлю на первую. И при этом закрывала я не затягивая, стараясь посвободнее закрывать. Вот так, слегка вытягивая петлю, чтобы не стянула потом пояс. Я показывала, что у меня очень хорошо тянется пояс. Чтобы он так тянулся, нужно посвободнее. Это потом не будет мешать, этот свободный край. Вот таким образом. Закрываем все петли. Я закрыла все петли. Осталась одна петля. Ввожу крючок с обратной стороны в первую петлю и в нее протягиваю эту последнюю петлю. Теперь оставляю нить для пришивания, сколько мне нужно, и протягиваю ее. Все, ряд мы закрыли и начинаем пришивать. Вот здесь с обратной стороны есть отделение этой лицевой глади, с этой стороны она изнаночная гладь. И вот этот ряд, его хорошо видно. Он отделяется от основного полотна. В этом ряду идут такие дорожки. Одна чуть ниже,
одна выше, одна ниже, одна выше. Я захватывать буду вот эти, которые ближе к полотну. Вот эту, вот эту. Видно? Вот эту, вот эту, вот эту. А верхние не трогаю, так как эта петля, каждая напротив каждой петли. Итак, беру иглу, складываем вот так резинку пополам. На юбке она у меня, конечно, гораздо шире. Вот так, в изнаночную сторону. И захватываем вот эту нижнюю петлю и одну стенку этой косички, которая образовалась при закрытии петель. И протягиваем нить. Дальше. Следующая, вот нижняя, не верхняя вот эта, а нижняя. Опять в нее и одну стенку косички. И так продолжаем. Опять нижнюю одну стенку косички. Их очень хорошо видно, тем более на такой толстой пряже. Можно вот так отгибать, смотреть, если вам не видно. Вот она, нижняя и одна стенка. И так прошиваем. Получается вот такой аккуратный шов. Просто повторяется косичка. Можно сразу вдеть резинку, если она, как у меня была, широкая, ее потом вдевать не очень удобно. Я сразу приложила туда внутрь резинку и уже вместе с ней прошивала. Затем лишнее отрезала, на себя примерила, сколько лишнего было. И все. Вот такой край получается. В конце, когда закончила пришивать, когда уже полностью резинку вставила, обрезала, пришила здесь кончики друг к другу и оставила небольшое отверстие на тот случай, если мне нужно будет или расслабить, или наоборот добавить, чтобы можно было резинку эту вытянуть сюда. И все, на этом все готово. Юбка вяжется очень легко, с вязанием такого изделия справятся и начинающие любители вязания. А на этом у меня все. Вяжите с удовольствием, присылайте фото своих работ. А я благодарю вас за просмотр и до встречи в моих новых видео.